Всем привет! Рад вновь с вами пообщаться. Не рад поводу. Вновь общаемся о неудачах дота-состава. Сразу озвучу тем, кто ожидает сегодня анонса нового состава Na'Vi. Анонса не будет. Это невозможно было бы и физически, да и глупо было бы с нашей стороны сейчас так спешить. Сегодня я хотел бы подвести итоги сезона, проанализировать ошибки, в том числе свои собственные, ну и рассказать о наших дальнейших шагах, дальнейших планах. Что касается прошлого сезона, начался он очень классно. Мы собрали, как мне кажется, достойный состав, каждый был на своем месте, был явно выраженный лидер, были хорошие отношения, хорошая атмосфера, ну и, собственно, был и результат. Достойное выступление на мажоре, на Dream League, конкуренцию, которую мы навязали в ВП в регионе, выигрыш адреналина. Все, ничего не предвещало беды, скажу откровенно, смотрел в светлое будущее. Писал после поражения нашего на Интернешнале о том, что виноват прежде всего я, как человек, принимающий решения. Сразу хочу объяснить, что я не говорю о решениях, связанных там с Вовой или Акбаром. Я их уже объяснял. Больше говорю о, скорее, свежей замене Леброна. Не потому, что там Федя не прижился или слаб, Федя хороший, сильный игрок. Тут вопрос в том, что Леброн, так или иначе, при всех его каких-то минусах и косяках там в микро, он был частью команды, он был очень самоотвержен по отношению к команде и в игре, и вне игры, и он был частью механизма. Скажу так, Даня писал в своем посте, что он был против этой замены, это действительно так, он единственный был против. Я принял решение, руководствуясь мнением большинства, потому что оно сидело в ребятах, они видели проблему исключительно в игроке. Никто, ни один из них не видел проблему в себе, в каких-то своих действиях, в отношении, в, не знаю, лени, в нежелании идти на компромисс. Они видели проблему команды исключительно в скиллзах одного человека. Перед эпицентром была инициатива поменять его. Я, собственно, настоял на том, что до конца эпицентра мы ничего менять не будем. Леброн получил еще один шанс. Мы поехали на эпицентр. Уверен, что если бы чуть иначе сложился матч с Ньюби, в частности его концовка, где мы должны были, мне кажется, их дожимать и должны были выходить в виннерскую сетку плей-офф, возможно, мы бы обошлись и без замены. И уверен на 100%, что лучше бы сыграли отборочные на инт. Как минимум мы были бы в клоус-квалах, а как максимум могли бы их и выиграть, потому что кроме обидного проигрыша сложному Мимасу и Мегаладе, мы даже с Николой мы выигрывали множество квал СНГ, и шансы у нас были неплохие. Тем не менее, решение принял, считаю его ошибочным, и привело оно к таким последствиям, что мы, в общем-то, отлетели в открытых квалах, чего в истории организации ранее не было. Понятно, что тоже глупо отрицать, что там есть вина в этом каждого, и каждый внес свою лепту, и игроки, и тренер, и там, в меньшей степени, конечно, менеджер-аналитик, но финальное решение было за мной, поэтому логично, что и ответственность на мне. Что касается того, что нам делать сейчас и путей развития. Как и ранее, как и год назад, как и 2 года назад, варианта, по сути, всего 2. Ничего не меняется. Есть 2 подхода к формированию составов. Один подход — это тот, который использовал Снег при формировании состава ВП. Это капитан, сильный лидер, который уже определяет игроков, с которыми он хочет играть. Это Соло, да, был в данном случае, но объективности ради надо сказать, что это даже был не просто капитан, это был некий костяк, потому что он играл с Нуном, и они еще взяли Пашу, с которым до этого тоже очень много, они втроем проиграли в Веге. Добрали
там Рамзеса Лила, и это сработало, долго состав держался без замен, ну и, в общем-то, методика работает. Но точно так же можно сказать и про второй подход, это команда без явного лидера, это команда с четким распределением обязанностей. Самый яркий пример — это FTM. Вчера все смотрели, как они, ну я не буду говорить без шансов, они выглядели сильнее Спада. Спада тоже очень классная команда, молодцы, супер перспективные. Но в целом они смотрелись на голову выше всех на этих квалах. Там играют люди, которые, ну, практически все, насколько я помню, кроме, может быть, Награды, которые так или иначе там не подошли своим командам, которые были там кикнуты, набриты, от них избавились по ненадобности. То есть Iceberg, Silent, Always Wanna Fly, все достаточно опытные древние игроки, но так или иначе в той или иной степени не подошли своим прошлым коллективам. При этом есть тренер, который занимается который в команде занимается и пиками, и аналитикой, которому команда на 100% доверяет из того, что я слышал в интервьюшках и того, как они вообще о нем отзываются. Абсолютно другой, кардинально другой подход. Нету явно выраженного лидера. Есть отдельные люди, да, с лидерскими качествами, но они находят компромисс, и они четко распределяют обязанности. И тут, скорее всего, работает именно то, что описывал Даня в своем послании фанатам — вера. Да, вот у них есть вера в друг друга, у них есть вера в тренера, вера в команду, вера в каждого тиммейта, вера в драфты и прочее. И это работает тоже. Плавно перехожу к судьбе текущего состава. Мы приняли решение до конца августа отправить весь состав, прям весь состав, включая тренера, аналитика, менеджера, в инактив. Мы не будем сейчас объявлять дисбанд. Кто-то может там думать, что мы опять хотим сделать мув в стиле новой эры, вернуть через 2 месяца, озвучить, что там остается Даня и Витя и там +3. Нет такой цели. Объясню. Тут все гораздо проще и прагматичнее. В случае, если мы остановимся на варианте с сильным стержневым, сильным лидером, стержневым игроком, капитаном, возможно, кто-то из наших ребят подойдет под его видение, под его ожидания, под его планы. Ну, потому что объективно, если делать команду от лидера, отталкиваться, ему надо давать карт-бланш, и тут уже выбор будет за ним, но вероятность того, что кто-то из ребят может остаться, есть. В случае формирования состава из отдельных игроков с четкой иерархией и системой, тоже такая вероятность есть, что кто-то из ребят может остаться. Что касается возможности того или иного игрока остаться, сколько их может остаться в составе, понятно, что сложно прогнозировать, но свое мнение вам выскажу. Думаю, что возможность того, что останется больше, чем один игрок, она крайне низка. С чем это связано? Прежде всего с тем, что есть желание начать все с чистого листа. У ребят есть определенные бэкграунд, да, определенное прошлое вместе, определенные воспоминания, поражения, что-то, да, накопленное, что будет мешать в построении новой команды. Понятно, что загадывать не буду, и многое будет зависеть от того, на кого мы сделаем ставку, но свое мнение по этому поводу я вам высказал. Хотелось бы еще вернуться к обращению Дани. Комьюнити, которое вышло вчера, очень многие вещи оттуда меня зацепили. Я их разделяю. Я уже упоминал о вере. Я считаю, что это ключевое, и Даня очень классные подобрал примеры. Иногда одной веры достаточно, чтобы добиваться результата. Я очень надеюсь, что эти слова зацепили не только меня, не только часть фанатов, но и каких-то профессиональных игроков, и они хотя бы задумаются на минуточку об этом. Что касается стаффа, работающего на Dota состав, они также до конца августа отправлены в инактив.
Судьба их будет зависеть от вектора, который мы выберем для команды, от тех людей, на которых мы сделаем ставку, и от того, насколько они будут стакаться, да, в таком уже больше личностном плане, да, насколько эти люди смогут сосуществовать и эффективно сотрудничать. Также отдельно хотел бы обсудить несколько моментов из обращения Дани фанатам, которое вышло вчера. Очень рад, что он это написал. Это давно надо было сделать, и много мифов он развеял, которые, действительно витали, и я даже от игроков, приходящих в Нави, постоянно слышал вопросы, там, что у Дани какие-то особые условия, что Даня получает процент от контрактов спонсорских. Это не так, Даня, в общем-то, это озвучил, я могу вам это подтвердить. Никто из игроков Нави не получает проценты от спонсорских контрактов. Второй миф — это медийка, держимся за медийку, он держится за медийку, мы держимся за медийку, все держатся за медийку. И вот в таком мы замкнутом медийном круге. То, что мы с Даней так давно, это не вопрос медийки или спонсоров, это вопрос лояльности, вопрос верности, вопрос наших отличных отношений и веры в человека, и веры его в команду, в организацию, в бренд, во все. Медийка проседает от нашей верности и лояльности. То есть Даня сейчас как красная тряпка для киберспортивных СМИ, для, что он говорит, хейтеров, да, каких-то там глоров, еще кого-то. Мы наоборот не можем в достаточной степени снимать контент где-то с командой, когда нет результатов. Мы не можем ставить их фотки на какие-то посты и так далее, потому что это вызывает скорее обратную реакцию. То есть медийка, она в большей степени зависима от побед. Есть прямая пропорция, когда команда побеждает, у тебя растут все показатели, у тебя растут просмотры Ютуба, у тебя растут подписчики везде, у тебя количество комментариев увеличится, конверсия и прочее. Хочется раз и навсегда закрыть эту тему. Мы держимся за тех или иных игроков не из-за медийки. Ни в одном контракте Нави нету ни одного слова про наличие Дэнди или Зевса или Симпла в составе. Это никаким образом не влияет на наши взаимоотношения с спонсорами. Это исключительно наши принципы, часть нашей корпоративной культуры. Мы привязываемся к людям, и они привязываются к нам. И ничего в этом больше не ищите. Исходя из всего вышесказанного и отсутствием права на ошибку, неприкасаемых в данном составе нет. Решения будем принимать на холодную голову. На это у нас есть 2 месяца. Это не значит, что 29 или 30 августа мы заанонсируем состав. Это может случиться и раньше. Это может быть поэтапно. Собственно, может кто-то из текущих ребят сам запросит трансфер или решит куда-то уйти, получит другое предложение. Будем сообщать вам об этом сразу, не с целью сделать анонс анонсов или кучу инфоповодов, а просто будем держать вас в курсе. В завершение хочу обсудить еще одну очень важную тему, которую Даня в своем обращении поднял. Это тема хейтеров, глоров и всей этой грязи и негатива, который присутствует в Dota-комьюнити и вообще в киберспортивном комьюнити. Уверен, что проблема это не только нашего комьюнити, это проблема сейчас глобальная, это проблема безнаказанности в интернете и проблема наличия людей, у которых нет собственной жизни, собственных интересов, и они живут жизнями других людей, опять же, известных, талантливых в чем-то, успешных. Если вы зайдете на любую страничку футболиста, певца, футбольного, баскетбольного клуба, деятеля культуры, просто какого-то блогера, вы увидите практически то же самое. Лучше бы тренировался, лучше бы не пел и так далее. У всех это подобное, и это не есть какая-то уникальная особенность нашего комьюнити. На это очень сложно повлиять. Я сомневаюсь, что
мы с вами даже общими усилиями сможем это каким-то образом побороть. Но на что мы действительно можем повлиять, так это месседж, который несут opinion-лидеры в комьюнити. Я сейчас обращаюсь абсолютно ко всем публичным представителям индустрии. Это представители команд, игроки, бывшие игроки, в первую очередь кастеры, аналитики, представители студий. Нам всем надо с вами быть осторожнее, избегать оценочных суждений, быть толерантнее, быть объективнее, потому что мы не всегда, вы, я, не всегда видите всю картинку. Важно помнить, что за каждым ником стоит живой человек со своими чувствами, со своими эмоциями, со своими переживаниями, со своей семьей, близкими, любимыми людьми, которые тоже все это слышат и читают. Так устроен мир, так устроена комьюнити, в том числе и наша, что часто казнить или помиловать зависит во многом от вас. Призываю больше миловать, меньше казнить. Давайте делать наше комьюнити лучше, потому что нам с вами в нем жить.